Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале В гостях у Анушки. Сегодня я готовлю сдобное тесто. Тесто на самом деле получается воздушное, мягкое, как пух. Для теста нам понадобится 20 грамм свежих дрожжей или возьмите 7 грамм сухих дрожжей. В дрожжи добавляем 80 грамм сахара или 4 столовые ложки. Добавляю 1 чайную ложку соли и теперь вливаю воду с молоком. У меня здесь 200 мл молока и 200 мл воды. Вода с молоком должны быть обязательно теплой, приятной температуры, но ни в коем случае не горячей. Опустите палец в стакан, если вам тепло, не горячо, можете смело вливать все в дрожжи. Хорошо все перемешаю, чтобы дрожжи и сахар растворились, и добавляю 2 яйца. У меня осталось 6 желтков после приготовления белково-заварного крема, я буду использовать 6 желтков, но обычно я использую просто 2 яйца. Немного все взобью и вливаю в миску. Хорошо все перемешиваю и начинаю понемногу добавлять муку. Как тесто собрала вот такой вот комочек, я добавляю 100 грамм сливочного масла или маргарина. Масло я растоплю немного в микроволновке, буквально 20 секунд. Теперь руками вмешиваю сливочное масло в тесто и продолжаю добавлять муку. Дальше тесто перекладываю на стол, посыпанный мукой, и вымешиваю в течение 10 минут. В общем, в тесто я добавляю 800 грамм муки. Если оно остается вот таким вот липким, я продолжаю его вымешивать. Со временем тесто перестанет липнуть к столу, не добавляйте больше муки. Мука, конечно же, бывает разная, друзья, ее количество может отличаться, но старайтесь меньше добавлять муки, чтобы тесто не было забито мукой. Вот так вот примерно за 10 минут тесто перестало липнуть к рукам. Вот такое вот получается мягкое, гладкое, однородное тесто. Теперь тесто перекладываю в посуду, смазанную растительным маслом, и накрываю пленкой или полотенцем. Тесто должно увеличиться в 2 раза. Оставляю его в теплом месте. У меня это разогретая духовка на 30 градусов. Пока я занималась тестом, у меня духовка грелась при температуре 30 градусов. Сейчас духовку выключаю и отправляю туда тесто. Вот так вот хорошо поднимается тесто примерно за 40 минут. Вот такое вот получается мягкое тесто, оно абсолютно не липнет. С таким тестом очень приятно работать. Тесто немного обминаю, формирую из него колбаску и делю на 12 частей. Если хотите, можете воспользоваться весами, каждый кусочек весит примерно 90 грамм. Шарики теста обязательно накрываю пленкой или полотенцем, чтобы они не обветривались, и можно начинать формировать пирожки или булочки. Для начинки сегодня я использую бруснику, у меня здесь 500 грамм свежей брусники. В бруснику добавляю 3 столовые ложки сахара и 2 чайные ложки крахмала, все хорошо перемешиваю. Вместо брусники сейчас можно мелко нарезать яблоки, груши или сливы. Теперь тесто нужно раскатать очень тоненько, толщиной примерно 3 мм, в красивый ровный круг. В середину кладу немного начинки и поднимаю вот так вот края, ничего не зажимая. Теперь немного все прокручиваю и обратно раскрываю тесто.
Вот такая вот получается почти закрытая булочка, если хорошо прокрутить тесто. И для того, чтобы сделать булочку более открытую, просто меньше прокручиваю тесто. Друзья, если у вас не будет получаться развернуть тесто и оно будет склеиваться, тогда сверху немного посыпайте мукой, а потом выкладывайте начинку. Тогда тесто не склеится и вы его с легкостью развернете и сделаете красивый узор. Противень я просто посыпала мукой, вы можете смазать его маслом или застелить пергамент. Теперь булочки нужно оставить на минут 30 в теплом месте для того, чтобы они поднялись. Обязательно накрываем пленкой или полотенцем. Вот так вот хорошо подошли булочки, теперь их смазываю взбитым яйцом или просто молоком. Убираю противень в хорошо разогретую духовку на 180 градусов и выпекаю до румяного цвета. У меня булочки выпекались ровно 25 минут, вы ориентируйтесь по своей духовке. Также можно проверить готовность зубочисткой. Зубочистка на выходе должна быть абсолютно сухой и на ней не должно быть следов сырого теста. Вот такие вот мягкие, красивые, ароматные получаются булочки. Эта булочка еще теплая, но сейчас я вам покажу, как эти булочки выглядят на второй день. Вот такая вот мягкая булочка на второй день, я их не накрывала и даже не убирала в пакет. Друзья, я вам очень советую приготовить это тесто. Выпечка из такого теста долго остается мягкой, она очень вкусная, ароматная. Также для аромата я забыла добавить ванилин. Если любите ванилин, можно добавить его в тесто. На этом я с вами прощаюсь. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, я с радостью всем отвечу. Спасибо, что были со мной. Кто еще не подписан, подписывайтесь, друзья, на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.